Ребята, всем привет! Вы на канале Рыболов Копатель. И мы с товарищем генералом сегодня прибыли на раскопки. Будем искать новые места. Не без приключений. Со второго раза приехали на коп. Сначала приехали, генерал забыл прибор. Это ж надо такому случиться. Ну, не прибор, а катушку со штангой. Как бы блок и наушники были с собой. Вот. Поехали, сейчас ездили, в зеркало посмотрелся, цитрамона выпил. Все, идем искать новые места. Не переключайтесь, ставьте палец вверх, пишите комменты, поехали. Пришли на блиндажный городок. Вот, пока генерал полз, сзади я чуть-чуть траншеи долбанул. Один кирпич и гвозди. Ничего полезного нет. Сейчас закопаю и пойдем дальше. У меня первая находка. Вот такая рамка. Или от зеркала. Или от картинки. Генерал такие восстанавливает потом. Гильзы мелкашные такие попадаются. Печаль небольшая вылетела в виде вилки ростфраевской. Неполноценная. Роемся дальше. Такая находка выскочила. Я думаю, тут какие-то артиллерийские расчеты. 4 сантиметра равно 1 километр. 2 сантиметра. Это блиндаж старый. Что там, фальшивка какая-то? Чего? Да я говорю, у вас там фальшивка какая-то выпала. Это рубероид с крыши. Рубинштейн. Тем временем в магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Конечно же, этот блиндаж уже кем-то копанный, как и все те, которые располагались здесь поблизости. Да и вообще, все позиции в лесах, они уже когда-то кем-то копанные. Найти что-то совершенно небитое невозможно. Калининградская область настолько наполнена копателями, я думаю, ни один другой регион не может похвастаться таким достижением. Но тем не менее, перекапывая старые позиции, всегда можно что-то найти. Всегда надо учитывать то, что каждый копает по-разному. И не все то, что мы видим глазами, мы проверяем металлодетектором. Я уже давно поймал себя на мысли, что мы привыкли, ну, по крайней мере, я привык судить так вот. Если я вижу ту или иную точку, какую-то позицию на поверхности, я думаю, если я ее увидел глазами, значит, я ее проверил. Но этого мало, надо же провести катушкой в каждом углу
Плюс нельзя отрицать тот факт, что в наше время техника гораздо совершенней той, которой копали большинство из этих позиций 15-20, а то и больше лет назад. Так что, ребята, все только в наших руках и ни в чьих более. Все зависит только от нас. 10 раз перелопатишь в холостую, либо с несущественными находками, на 11 раз что-нибудь попадется интересное. Погода сегодня теплая, но не идеальная. Постоянно моросит мелкий-мелкий дождь, который немного досаждает. Но были бы находки. Опа. Вилка. Рустраевская. Выброси. Она еще не простая. Это то ли для сыра, то ли для чего, смотрите. Какая? Ну у нее какая вот это. Широкая, да? Ага. В выбросе, друзья, вилочка попалась. Смотрите, какая. Это для сыра или для чего? Прикольно. Вон, видите, гильзы валяются. И генерал еще 2 выкопал. Это гаубичные, похоже, короткие такие. Ну, 100% тут какие-то артиллеристы были. К бабке не ходи. Так, кроме вилки, больше ничего, одни гвозди. Ну, копаем, смотрим, что дальше будет. Где-то печка ж в углу стояла. Он, конечно, копанный, этот блиндаж, но так видно. Поверхностно. Попробуем по уголкам позаглубляться. Я еще тут пока от входа ковырну малость. Зачем они им тут были, да? Еще лежит. Ужас. О. Чисто артиллеристы тусили. Что они тут делали с ними? Генерал сказал, худеть буду усиленно. Филин. Ну еще. Вот латунные бы были, да? Мы бы с вами на этом, на Линкольн навигатор уехали бы отсюда. Продолжаю рушить вход. И неужели один феник попался, цинковый, уставший.
Пошла дождевая трапеза. Шикует, худеет все. Красота. Красота. Ну что, перекусили. Сейчас от входа пойду вот сюда. А генерал пойдет с той стороны, вот так вот, да. Я думаю, вот там, может, печка была, и там серебро, скорее всего, лежит. Дождь идет. Дождь не идет. сахарные, да. Да. Не растаем. Ну что, ковыряю угол, где предполагал, что печка. И вот, смотрите, что вылетает. Фара. К сожалению, уставшая будет, я думаю. Так устала. Ждать нас. Там щетка есть. Сейчас почищу, покажу. Контакт, походу, единственное, что уцелело из нее. Что-то она тяжелая какая-то для фары, генерал. Почему тяжелый? Ну, потрогайте. Ну, если контакта есть, вот провод подходил. Ну, Ну, видишь, рамка идет, Ага. стекло было. прожектор перец Хилтон. Тут этот ключ вставай. Генерал пошел дальше ходить. Говорит мне, сейчас коробку с наградами, говорит, ты подымешь. И тут вылетает коробка, друзья, но не с наградами. Какая-то полукоробка. Что это такое? Даже не знаю. Что это за электрика, не электрика? Не понять. Генерал пошел по верхам гулять. Сказал, устал, не хочет больше. Товарищ генерал сказал, что в ней хлеб пекли. Есть ручка есть. Хлеб значит хлеб. Из глубины кирпич достал, белый. Это же огнестойкий, огнеупорный. Значит, печка точно была в этом углу. Дождик все капает. У меня сигнал дальше идет. Похоже, знаете, ножка такая, типа лапа льва. Наверное, может и от печки даже. Может даже и от печки. Видите, кирпич. Также все ползет. Я в угол пошел. Все, друзья, начинаю мокнуть. Генерал, наверное, уже возле машины ждет. На сегодня на этом заканчиваем. Яму не закапываю, еще продолжим здесь копать. Спасибо всем за просмотр. Хорошего настроения, друзья. Подписывайтесь, пишите комменты, ставьте палец вверх. Всем пока, до новых встреч.